100 лет назад музыкантам нужно было только одно – уметь играть. Сегодня этого явно недостаточно. Сейчас поделюсь своими мыслями, ведь, скорее всего, это напрямую касается и вас. Как обычно в этой серии, зову вас обсуждать тему в комментарии здесь или к себе в уютный телеграм-чат. У меня там еще и натренированная нейросеть болтает о музыке. Сначала коротенько в историю. Когда ваш прадедушка был молодым, музыкантам нужна лишь была одна вещь – уметь играть. Запись только на фонограф Эдисона с очень ограниченным качеством и диапазоном. Исправить звук во время записи или после было невозможно, сыграл чисто, молодец, сыграл плохо – твои проблемы. Через 40 лет в 20-х случился прорыв, электрическая эра. Появились микрофоны, усилители и с ними контроль над звуком. Так родилась профессия звукорежиссера. Музыканты все еще просто музицировали, а инженеры и звукорежиссеры, они настраивали и отвечали за запись. В 1945 году распространилась магнитная лента, и впервые появилась возможность редактировать запись. И некоторые творцы, например, Лес Пол, начали экспериментировать с этим процессом. Еще через 30 лет, в 70-х, 80-х, цифровые рабочие станции, давки полностью перевернули индустрию. И это ключевой момент. Компьютер превратился в студию, доступную каждому. И сегодня, в 2025 году, музыкант буквально с ноутбуком может то, что раньше было доступно только студиям за миллионы долларов. Границы между профессиональными студиями и домашней студией практически стерлись. Также стали легко доступны все знания, чему, например, способствует мой канал. И знания эти оказались совсем не сокровенными. Я считаю, что основы звукорежиссуры и работы со звуком, они вообще доступны для изучения каждому музыканту. Это не какая-то недоступная магия. И вот поскольку все это вдруг стало доступным, то все больше людей становятся профи не только в написании музыки, но и в остальной работе с ней. Постоянно растет конкуренция, если чуть отстанешь и не изучишь чего-то нового, тебя быстро кто-то обскочит, кто посмышленней и изучил это все. И если раньше для создания композиции нужна была целая команда, то сейчас полный цикл от идеи до выпуска может быть пройден вообще одним человеком. Написание, запись инструментов, сведение, мастеринг, даже дистрибуция. Появилась куча технологий, которые в этом помогают. Крутые синтезаторы, AI-инструменты, нейросети, которые подскажут какие-то шаги, сервисы издания музыки, даже сервисы раскидывания по стриминговым сервисам. Да даже раскрутку можно сделать самому, для этого тоже есть все возможности. Нужно только немножечко прочухать фишки. Но не обесцениваю навыки музыканта, конечно. Это служит основой для всего остального. Вернемся к звукорежиссуре. Давайте подумаем, какие еще бонусы дают эти знания. Первое – контроль над звучанием. Ты сам делаешь свою идею так, как хочешь, чтобы она звучала, так, как ты задумал. Второе – свобода. Можно вообще все делать на ноутбуке и наушниках, без звуковой карты. Недавно, кстати, записывал об этом видео, лишний раз это подтверждают. Ссылка в углу экрана. Третье – это экономия бюджета. Не нужно тратиться на дорогую студию, дорогое студийное время звукорежиссера в поисках звучания. Да, придется потратиться на изучение некоторых премудростей, но это сильно дешевле, и знания останутся с вами навсегда. Конечно, можно арендовать студию, например, для финального микса, но туда вы уже придете с какими-то конкретными запросами, на которые уже не нужно будет тратить много времени. Четвертое. Уже немного говорил про конкуренцию. Люди, которые имеют более широкие знания и умения, получают сильно больше предложений о работе, нежели узкие специалисты. Приведу пример. Скажем, классно быть поваром в ресторане. Но если такой повар научится говорить, излагать свои мысли, то можно начать кулинарный канал или издать книгу. И это принесет много бонусов. Канал могут заметить, куда-то пригласить, и дальше это как снежный ком. Интервью, подкасты. Можно быстро выбиться вперед. Пятое. Бэкап-план. Будучи не только музыкантом, но и изучив какие-то смежные профессии, можно в моменты просадки по основной профессии заняться этим смежным. И, например, записать и свести других музыкантов, озвучить концерт, помочь с альбомом. И появляется достаточно много возможностей для заработка. Но я не говорю, что звукорежиссеры теперь не нужны. Они остаются нужны, например, на каких-то крупных проектах. Это как в кино или вообще в видео. На мелких проектах есть такое понятие режоппер. Это когда один человек и режиссирует, и снимает, как я на этом канале. А на крупных проектах все же нужен отдельный оператор-постановщик. У профессиональных звукорежиссеров у них есть годы опыта, и тренированные уши, и знания акустических особенностей, и специализированного оборудования, объективный взгляд на материал. Музыканту это тоже можно добрать, но нужно больше времени. И, кстати, про это я запишу скоро важное видео, подписывайтесь, чтобы не пропустить. В общем, современная музыкальная индустрия и роль музыканта в ней постоянно эволюционирует под влиянием технологий и конкуренции.
И границы между исполнителем, композитором и звукорежиссером, они все больше стираются, а владение смежными навыками дает музыканту значительные преимущества и открывает какие-то новые горизонты. Конечно, возникает вопрос, откуда эти знания поднабрать, хороших, но про это уже не сегодня. А на сегодня у меня все. До встречи в следующих видео. Пока.